15 научных доказательств пользы секса. Школа, родители, друзья и родственники с малых лет вдалбливают нам в голову, что секс полезен для здоровья. Но чем именно он полезен, никто толком сказать не может. А вот ученые знают, чем он полезен, и щедро делятся этой информацией. Сегодня мы расскажем о выводах ученых и навсегда закроем вопрос о пользе секса. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Эта нашумевшая сексуальная революция, так разнообразившая жизнь прошлых поколений, видимо, начинает сдавать свои позиции. Происходит это, к сожалению, и, как ни странно, самыми разными путями. Где-то наряжаются в платьице более современного покроя и смело оперируют такими терминами, как сексуальная объективация женщин, гендерная дискриминация и харассмент. А где-то вообще пуританство взывает к духовным скрепам, благопристойности или даже богоданным хиджабам. Все реже современная девушка рискует выходить на улицу в юбке, в которой ее же бабушка проводила комсомольские мероприятия. В редакциях мужских журналов со вздохом заменяют лучший снимок обложки на тот, в котором меньше видна такая неприличная вещь, как женская грудь. Из сценариев выбрасывают постельные сцены, и все чаще нам с экранов проповедуют скромность, забывая о природных инстинктах. Куда катится этот мир? А возьмите эту современную молодежь. Их, видите ли, не интересует секс без отношений. А ведь секс – это не просто мышечный спазм, как кощунственно поет один чудесный и популярный певец, который, наверное, просто забыл, что сам в результате такого спазма появился на свет. Секс – это здоровье, счастье, богатство и даже интеллект. Да-да. Кто не верит, может сам спросить у британских ученых. Британские ученые вообще походу все знают. Но и мы не стояли в сторонке и подобрали достаточно большое количество доказательств пользы секса. Начнем. Секс делает зубы красивыми и крепкими. К большому сожалению, современные люди обладают очень слабыми с точки зрения эволюции слюнными железами. Утратив могучие челюсти наших первобытных предков, мы потеряли способность в должном количестве пускать слюни. И теперь ходим к стоматологам. Обмениваем наши деньги на здоровые зубы, страх и унижение. Ведь вы только вдумайтесь, слюна обладает так называемой буферной емкостью. Это способность нейтрализовать излишне кислотную или щелочную среду, которая для нашей зубной эмали очень вредна. Кроме того, в слюне в достаточно большом количестве имеются ранозаживляющие пептиды, а это, скажем прямо, в борьбе с пародонтозом наши лучшие помощники. К счастью, именно во время поцелуев и секса наши жалкие редуцированные слюнные железы невероятно взбадриваются и еще долго после этого продолжают вырабатывать достаточно объемные дозы полезной субстанции. Секс улучшает память. В университете МcGill, Канада, некоторое время назад был поставлен оригинальный эксперимент. Набрали, значит, добровольцев, протестировали их и заставили запоминать разнообразные картинки. И иными словами, испытуемым показывали дюжину картинок, потом переворачивали их и просили назвать, что на них изображено. Обычно люди помнят от 4 до 7 изображений, а 12, но это уже показатель фотографической памяти. После этого всей честной компанией стали искать закономерности в тестах. И главное, нашли. Оказалось, что люди, которые показывали уровень памяти выше среднего, очень часто ставили галочки рядом с утверждением «Я занимаюсь сексом не реже 3-4 раз в неделю». При этом наихудшие показатели по сексу сочетались и с самыми плохими результатами по памяти. Конечно, может быть, люди с плохой памятью просто забыли, что на этой планете водится секс, но наиболее вероятен тот факт, что гормональный коктейль, получаемый нами при половом контакте, является одновременно стимулятором функций мозга для запоминания. Пока ученые только исследуют эту взаимосвязь, но раз повод нашелся, значит будут исследовать и дальше. Следующий факт. Секс делает мир ярче. Вы когда-нибудь замечали, что во время оргазма начинает немного жечь глаза и даже слезу можно нечаянно пустить? А дело тут в том, что в этот момент происходит массированный приток крови, в том числе к глазным яблокам. В результате все органы человека получают эффективную гимнастику и полноценное питание. Как вы сами понимаете, этот положительный эффект достается и глазам, а это в свою очередь отличная профилактика для многих глазных болезней. Но еще интереснее, что после оргазма ты легче различаешь цвет и ярче видишь. Это еще один эффект секса. Немного истории. Как факт, секс спасет от чумы и холеры. Во всем мире традиционно считается, что целомудренные люди – это существа здоровые и чистые, в то время как развратники, покрытые язвами, открывающими миру их пороки.
Но на самом же деле, если не брать некоторые специфические заболевания, передаваемые половым путем, прочие инфекции предпочитают жить и процветать как раз на любителях воздержания и невинности. Все дело в иммуноглобулине, который вырабатывается нашим организмом в ответ на проникновение в организм различных чужеродных вирусов и микробов. В том случае, когда мы постоянно контактируем с небольшими дозами этих пришельцев, иммуноглобулина вырабатывается много. А при сексе мы как раз стаями цепляем инородные микроорганизмы. Даже при самых простых и обыкновенных поцелуях, не говоря уже о дальнейших неприличностях. Исследователи из университета Уилкса, Уилкс-Барри, Пенсильвания, тестировали студентов и выявили бесспорную связь инфекционных заболеваний с сексуальной активностью. Чем меньше этой активности, тем чаще исследуемые болели кишечными, простудными и другими инфекционными болезнями. Следующий факт. Секс продлевает жизнь. Journal of the American College of Cardiology в 2010 году опубликовал сводные данные о влиянии секса на сердечно-сосудистую систему. Специалисты оценили риск раннего инсульта у мужчин, занимающихся сексом не меньше 3 раз в неделю, как минимальный, поскольку регулярные кардионагрузки укрепляют сосуды, а секс в этом плане великолепный и мощный тренажер. Помимо этого, регулярный секс достаточно сильно снижает угрозу инфаркта. Поэтому, что уж греха таить, здорово все эти классики сели в лужу с их разбитыми сердцами. Разврат и страсть на деле, наоборот, хорошо защищают сердечную мышцу. А вот еще один интересный факт. Секс делает грудь твоей девушки больше. И не только больше, но и гораздо более упругой. Скажем даже так. Секс делает грудь защищенной от провисания. Так работает гормон пролактин, который женщины активно вырабатывают в момент оргазма, причем эффект сохраняется до нескольких дней. А несколько дней заряда для такой прелести – это именно то, что нужно. Следующий факт. От секса улучшается обоняние. Есть такой гормон – пролактин. Он выделяется больше всего во время секса у женщин. А вот мужчины во время секса пролактина выделяют меньше, но даже этой небольшой дозы как раз хватает для того, чтобы он воздействовал на стволовые клетки, а те в свою очередь улучшили с мозгом качество связи обонятельных рецепторов. Не настолько, конечно, чтобы оргазмирующий мог полноценно исполнять роль собаки-искателя наркотиков, но отличить во мраке полукопченую колбасу от вяленой человек сможет запросто. Следующий факт про секс не менее интересный. Секс избавляет от боли. Тут все очень просто. Во время секса любой человек вырабатывает кортикостероиды, огромное количество эндорфинов, а кортикостероиды и эндорфины – это самые мощные естественные анальгетики. Скажем еще, что они вдобавок и долгоиграющие. Допустим, если у человека оторвана рука или нога, секс, конечно, вряд ли принесет полного и мгновенного облегчения, но вот в случае головной или зубной боли это хорошее болеутоляющее. Можно смело принимать. Об этом особенно приятно вспомнить, если, как обычно, в радиусе 100 тысяч миллионов километров нет круглосуточной аптеки, зато есть добрый и ласковый помощник. Еще более интересный факт. Секс – прекрасная профилактика против диабета. Сексуальный контакт имеет ярко выраженный гипогликемический эффект. Во время этого приятного процесса сжигается огромное количество эндогенного сахара, а самое большое количество работы будет произведено при выработке гормонов, которые участвуют в этом мероприятии. В этом плане особенно хорош секс примерно через час после приема пищи, поэтому привычка назначать свидания в ресторанах является полезным элементом в борьбе с диабетом. Следующий факт о сексе. Антикризисный. Секс приносит деньги. Да нет, не в этом смысле. Никакой торговли телом. Исследователи Института изучения трудовых отношений, Бонн, Германия, после того, как провели масштабное исследование по всей Европе, теперь предполагают, что каждый половой акт в неделю добавляет тебе примерно 3% по сравнению с доходами лица, далекого от секса. Ученые считают, что это статистическое недоразумение связано как раз с тем, что сексуально активные люди более контактны, имеют лучшее здоровье, реже страдают от неуверенности в себе и стресса, что почти неизбежно приводит к карьерному росту. А карьерный рост, в свою очередь, улучшает материальное благополучие. Продолжаем. Секс дарит душевное здоровье. Если быть еще более точными, то это отсутствие секса приводит к проблемам с душевным состоянием. И это не только потому, что гормоны бурлят и любой персонаж просто теряет над собой контроль. Важнее именно то, что длительное воздержание приводит к развитию социопатии и различного рода маний. Это далеко не пустые слова, это доказано многочисленными исследованиями, которые ведутся уже больше сотни лет. Относясь к тому биологическому виду, который активно практикует секс вне периода спаривания, скажем даже, что этих периодов не имеет в принципе, а также использует сексуальные отношения в качестве социального взаимодействия для усиления связей внутри стаи, мы нуждаемся в сексе гораздо больше, чем счастливые зайчики и лисички, которые спариваются исключительно в подходящее для репродукции время.
В мире млекопитающих мы действительно ходячие секс-бомбы, а отказываясь от этой части нашей природы, мы рискуем потерять эмпатию, не можем правильно определить свое место в иерархии, перестаем хорошо понимать нашего собеседника и прочая ерунда. Дальше, больше. Секс защищает простату. Есть вещи, на которые секс влияет хорошо, но мало. Может, и не стоило бы ради какого-нибудь 5% шанса понизить риск кариеса заниматься сексом. Ставки не те, но возьмем то обстоятельство, что согласно British Journal of Urology International, журнал такой по урологии, 20-летний мужчина, имеющий 5 или более эякуляций в неделю, в том числе и при мастурбации, почти на 30% понижает риск схлопотать в будущем рак простаты по сравнению с ленивым сверстником, который эякулирует 1-2 раза в неделю. Признайтесь искренне, разве это не повод засучить рукава и посвятить свою жизнь сексу? Продолжаем идти по позитивным сексуальным фактам. Секс приносит счастье. Специалисты Шотландского университета Пейсли достаточно продолжительное время изучали влияние секса на хорошее настроение и ощущение счастья. Теперь они утверждают, влияние есть, и очень даже ощутимое. Занимающиеся сексом действительно счастливы. И не только в момент оргазма, когда кровь бурлит гормонами, нашпиговывая человека чистейшим экстазом от макушки до пяток. Нет, регулярный секс превращает приподнятое настроение в нормальный фон человеческого состояния жизни. Дело не только в гормональных показателях, но и в подсознании, которое удовлетворенно ставит галочки в списках первобытных инстинктов. И это действительно так, это заложено самой природой. Ты продолжаешь род, у тебя есть самка, которую пока не отняли. Ты востребован, значит ты крутой экземпляр и можно жить дальше. Подходя к завершению, нельзя не вспомнить о факторе, напоминающем цепную реакцию. Секс приносит секс. Когда мы в голосину ржем над викторианцами и прочими высоконравственными гражданами, которые умудрялись и умудряются запугивать детей рассказами об ужасах онанизма, мы считаем этих людей дураками. Они же действительно думали, что от мастурбации шерсть на руках растет и еще от нее с ума сходят. Хотя на самом деле викторианцы прекрасно знали, что делали. Перед ними стояла достаточно сложная задача обуздать либидо неженатой молодежи, чтобы уменьшить количество похищенных девушек, побочных детей, нежелательных браков и, самое главное, размывание капитала и скандалов в обществе. Да и женатым викторианцам из высших классов было так гораздо удобнее и разумнее держать свои страсти под контролем, чтобы случайным образом не наплодить дюжину-другую совершенно законных, но ненужных наследников. У низших классов лишние дети были гарантией на будущее и каким-никаким имуществом, а вот у высших – сплошной проблемой. И именно поэтому, запрещая мастурбировать мальчикам из приличных семей, викторианцы сознательно выращивали мужчин с тем, что мы сейчас называем эректильной дисфункцией, которая постепенно формируется при полном отказе от использования своих половых органов по назначению. Еще исследования времен Фрейда доказали, что способность к коррекции, восстановлению спермы, производству активных сперматозоидов стимулируется половой жизнью, хотя бы в виде мастурбации, и замедляется. Регрессирует при длительном воздержании. Вот именно таким незамысловатым образом викторианцам и удавалось гасить сексуальность своих джентльменов, многие из которых на самом деле не ходили к продажным красавицам, не вели двойной жизни и вступали в тесные отношения с законной супругой, дай бог, 1-2 раза в месяц. Да и то частенько только до тех пор, пока парочка наследников не родится, основной и запасной. Но сейчас при наличии медицинских энциклопедий и нашего любимого интернета никто на такую разводку уже не купится. По крайней мере, очень хочется на это надеяться. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте комментарии, чтобы заявить свое мнение, ну а мы на этом, конечно же, не прощаемся. До скорых встреч!